Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. С 16 по 23 июня можно абсолютно бесплатно забрать игру Supraland в Epic Games Store. В данном видео я кратко расскажу про данную бесплатную раздачу и, конечно же, дам вам личную свою оценку этой игре. Не буду затягивать. Погнали! Хорошая новость для всех тех, кто любит забирать бесплатно игрушки с Эпика. Supraland доступна для всех. Неужели халява реально вернулась? На следующей неделе будут доступны 2 игры. Не знаю, будут ли они доступны для всех, но про них, ребята, уже давайте в следующем выпуске через неделю. Что за новая игра нас ждет? Давайте разбираться. Supraland — это метроидвания с головоломками и видом от первого лица. В духе таких игр, как Zelda, Metroid и Portal. Supraland подразумевает, что игрок, будучи человеческим существом, наделен интеллектом и свободой волей, и позволяет ему играть независимо и самостоятельно. Завязка сюжета игры, пожалуй, дана здесь не более чем для того, чтобы главный герой просто встал с кровати. В родной Красный город перестала поступать вода, и король, по совместительству наш отец, просит нас узнать, в чем же собственно проблема. Отважный красный человечек спускается в канализацию и узнает, что в ситуации замешаны заклятые враги красных — синие человечки. Доложив обо всем королю, главный герой по его просьбе отправляется с королевой, своей матерью, на переговоры с королем в Синевиль, город, где живут синие. Синие в смысле враги, а не синие те, о которых, ребята, вы подумали. Насколько проста завязка, настолько и прост и остальной весь сюжет. Но он здесь не так уж и важен. Если, например, в Portal сюжет был так же интересен, как и решение головоломок, то в Supraland сюжет идет фоном к основному геймплею и нужен лишь для того, чтобы главный герой перешел к новым задачкам и инструментам для их решения. Локации Supraland построены по принципу метроидвания. Преодолевая препятствия и обретая новые способности, со временем герой может попасть в ранее закрытые помещения и уровни. Способности протагониста — это один из главных элементов игры. Соединяя и комбинируя умения между собой, Supraland даст еще больше возможностей. Играть предстоит за человечка, вырезанного из ластика. Весь мир и окружение — фантазия маленького мальчика. Геймплей сосредоточен на исследовании большого и насыщенного мира, где в конце каждой локации ожидает сундук с полезными предметами. Территории земель разделены между 2 племенами — красными и синими человечками. На своем пути герой будет сталкиваться со множеством головоломок. Если понять принцип и логику загадки, решение кажется на самой поверхности. Присутствует шутерная механика, построенная на динамичных перестрелках и прыжках. Оружие не перезаряжается, потому что все, что имеет значение здесь, это скорость и реакция. Изначально у протагониста будет только меч, но постепенно он освоит множество других умений и найдет много необычных пушек. Враги со временем становятся сложнее, но и сам герой постепенно прокачивается. При этом головоломки в Supraland также стараются видоизменяться и усложняться. Если есть устройство, где можно вставить батарейку, но для того, чтобы ее найти, потребуется проявить смекалку, иногда с использованием телепортации. Мы с вами получаем веселую, красочную и богатую разнообразием головоломку, в которой можно провести 2-3 вечера и получить немалую долю удовольствия, а комплектность некоторых загадок позволит поставить Supraland в один ряд с Portal.
Кто-то может отпнуть отсутствие адекватного и интересного сюжета, но игре все же стоит, я думаю, дать шанс. К плюсам игры, ребята, я бы отметил очень увлекательный игровой процесс на стыке с головоломками, РПГ и Metroidvania, множество секретов и апгрейдов, куча интересных и непростых пазлов и препятствий, приятная глазу картинка. К минусам я, конечно, наверное, ребята, отмечу, что хочется добавки в первую очередь, но и сюжет слишком уж фоновый. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будут в описании под видео. Не забывайте, ребята, подписываться на мой канал Трова. Каждую субботу и каждое воскресенье мы ведем стримы, мы стримим Ферму Симулятор 22. Заходите, будет реально интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока!